Добрый вечер, дамы и господа. Итак, мы начинаем. Всем привет, народ! Смотрите, что у меня есть. Вот такие вот новые аккумуляторы от бренда Shidoku. Вот с версией Shidoku Pro. Значит, здесь 4, здесь 6. Смотрите, как все дело упаковали. Просто замечательно. А то бывает просто в пакетике придет, еще там что-то побито и поломано, да? Здесь же заморочился производитель просто не на шутку. Есть также характеристики, давайте почитаем. Напряжение 21 вольт, 4 ампер часа, количество элементов 10 ячеек в аккумуляторе. То есть, если я разберу и тут окажется ряд из 5 ячеек, остальное пустышка либо песок, можем спокойно открывать спор. Входное напряжение зарядного устройства 220... Чё? Вот эта строчка здесь абсолютно лишняя, она абсолютно ни о чем, она просто не нужна. Ну да ладно, есть и есть. Только отдача 15С. 15С. Посмотрим на эти 15С. Ну и вот такая вот тоже 6. Видите, как упаковано. Все красочное, красивое. Картончик ламинирован. Ну просто замечательно. Опять же 21 вольт, 6 ампер, 15 элементов. Зарядка, ну и в баню. Лучше нашей русской бани ничего на свете нет. И только отдача, опять же, 15С. Ну что, вскрываем, смотрим, что у нас тут да как приехало. Вот, все упаковано, видите, в пупырчатый пакетик. Шикардосный аккумуляторчик. Просто зачетный, замечательный. Давайте сразу все раскроем, распакуем и посмотрим. Аккумулятор литий-ионный, 21 вольт, 4 ампер часа, SH-A5. Shidoku, вот, 4 ампер. Вот такая инструкция даже к аккумулятору есть. И обращаем внимание, что инструкция напечатана просто на картоне, причем картон довольно-таки качественный. Все опять же в цвете. Все красиво, красочно. И опять же служба поддержки, если вдруг кому, не дай бог, нужно. На паузе фоткаем, сканируем, переходим и общаемся. Зачет. Коробочка нам не нужна. Инструкции туда. Вскрываем 6. Все точно так же, все в пупырке. И точно такая же инструкция. Инструкции, походу, одинаковые. А нет. Даже Shidoku заморочился даже над инструкцией. Смотрите, к 6 фотка 6, к 4 фотка 4. Вот я бы лично реально сделал бы какую-то общую инструкцию, написал бы инструкция там к аккумулятору 4-6 ампер часов и кинул бы все одинаково. Ну, блин, зачет. Вот в таких мелочах и рождаются, как говорится, наверное, бренды, да? Хорошо сказал. Коробку мы сюда, аккумулятор мы сюда. Ну что ж, вот 2 аккумулятора. В левой руке 6, в правой 4. Про-версия, вот такими желто-золотыми буквами все это выделено. То есть, ну, дизайн такой красивый, да. Серый аккумулятор. Давайте посмотрим на базе этого. Здесь тоже наклеечка, видите, такая не из дешевеньких, как бы. Низ корпуса прорезинен, что тоже немаловажно. Ну и такие корпуса мы, в принципе, с вами уже как бы видели. То есть, есть индикатор зарядки. У нас либо вот этой кнопкой при смене аккумулятора на инструмент, либо вот этой вот кнопочкой во время работы инструмента. Можем контролировать зарядку. Значит, данные аккумуляторы имеют типоразмер LXT Makita. Могут заряжаться как вот такой вот зарядочкой салазкового типа, так и зарядкой штырькового типа. Но в нашем с вами случае Shidoku сделал штырек, вот видите здесь, где должно быть место охлаждения под аккумулятор. Ну, если мы берем расчет Makita. Вот. А в основном штырьки, мы все знаем, расположены здесь. Ну, здесь, да и здесь нам-то, в принципе, без разницы, правильно? У кого штырьковая зарядка. Я думаю, все пользуются уже такими зарядочками. Самое интересное это что? Включаем тестер. Когда я получил эти аккумуляторы, конечно же, мне надо их перед обзором полностью дозарядить. Вот. Ну и поставил я сразу аккумулятор на 4-амперную зарядку. И смотрю, горит зеленым светом, то есть никакой заряд не берет абсолютно. Думаю, что за ерунда. Взял второй аккумулятор, та же ерунда. Взял 2-амперку Shidoku, и та же ерунда, друзья. Ставлю аккумулятор. Вот честное слово, я его не заряжал. Смотрите, заряд не берет. Ставлю второй. Заряд не берет. Ну, что пришлось сделать? Надо было дяде Сереже пойти взять тестер. Надеюсь, вам дисплей виден, да? Чтобы убедиться и проверить, что все тут хорошо и отлично. У нас постоянное напряжение. И измеряем.
Смотрим и удивляемся. 21, ну 20,9 вольта. То есть аккумуляторы пришли полностью заряжены и готовы уже к работе. Второй аккумулятор. Смотрим и удивляемся. 20,9 вольта. Просто замечательно. Просто замечательно. Так, тестеры надо выключить, нам он уже не понадобится. Вот. Поэтому, если рассматривать в плане потребителя, то есть, что я, допустим, купил эти аккумуляторы, и сразу я могу с ними идти работать, не дозаряжая. Это огромнейший плюс. Но если рассматривать, допустим, того же производителя Шидоку, вот, который там изготовил этих аккумуляторов, не знаю, там, ну, к примеру, 1000 штук, и где-то они должны храниться на складе, продадутся, не продадутся, конечно, хорошо бы продались. Это хорошо, но если они будут храниться на складе, то, конечно, вы все знаете, что при максимальном заряде и при максимальном разряде хранение аккумулятора, это как бы приближает его смерть. То есть идет деградация. Хранить аккумуляторы нужно плюс-минус там 50-75%. И это будет классно. Поэтому на заметку производителю. Если он посмотрит, конечно же, мое видео. Так, ну а мы с вами что? Давайте вскрывать и смотреть, что да как. Предлагаю на базе шестерочки все это дело проверить. Наверное, буду раскручивать при вас. Значит, винтики здесь торкс 10. В принципе, как в основном во всех аккумуляторах. Все, раскрутили, разобрали. Вскрываем, смотрим. Друзья, при разборке аккумулятора хочу уделить особое внимание и настроить вас, чтобы вы как бы обращали на это внимание. Снимаем крышку медленно и аккуратно. Почему? Потому что вот бывают вот эти пружинки. О, видите, здесь я за пружинку поднимаю аккумулятор. Она сидит жестко. Но бывает, пружинка цепляется где-то в это место. И при вскрытии она просто падает на аккумулятор и сжигает к чертям плату БМС. Поэтому особое внимание на вот эту вот пружинку. Что касаемо пластика. Пластик толстезный, классный, прочный. Я не знаю, что с ним должно случиться, чтобы он сломался. Ну, видимо, аккумулятор должен упасть, нам, не знаю, с крыши на бетон. Поэтому по пластику вообще никаких проблем и вопросов не должно возникать. Ну, вот так вот выглядит, друзья, плата. Хочу показать вам, чтобы вы видели все поближе и сами. Значит, что мы имеем? Мы имеем 4 мосфета. Тоже классно, да? 4 шунта по 4 миллиома и эти вот 2. И 2 шунта по 2 миллиома. Ну и вот как-то вот так все это дело выглядит. То есть отлично, но я бы, конечно, платку залил полностью лаком. Компаундом, силиконом у нас залиты микросхемы. Микросхема даже вот это одна. Здесь какой-то диодик или что не вижу, тоже закапан. А так бы, конечно, чтобы полностью покрыть лаком, это было бы супер. Если кто-то не ленится, будет покупать аккумуляторы, можете вскрыть, купить лачок и все это дело залить. Я думаю, это будет классно. А, и вот эти вот внутренние элементы тоже, они как бы все буквально залиты. По контактам, только что вспомнил, магнитится, не магнитится. Контакты, друзья, не магнитятся. Это тоже плюс. Ну что ж, едем, вскрываем дальше. Так, плата контроля. Бах. То же самое было у меня и в аккумуляторе ТПЦЛ. Плату просто не смог вытянуть. И здесь тоже ломать не буду. Походу она, не знаю, наверное, приклеена. Поэтому давайте как-то вскроем аккуратненько. И посмотрим с вами на элементы. А здесь установлены, друзья, элементы DMEC C20P. Были уже у меня на обзоре. Отличные элементы, отличные аккумуляторы. Так, вскрываем эти картонки и смотрим, что да как у нас там сварено-приварено. Одна есть. Одна есть. Да, неудобно, конечно, так все демонстрировать и показывать с корпусом, но в нашем случае по-другому никак. Не хочу я ломать уже все эти дела. Видите, все делаю при вас. Без большого количества монтажа. Итак, что по сварке?
Сварка, я бы сказал, довольно неплохая. Немножко, конечно, точки кривоватые, но просто проблем нет. Главное, что все это дело, конечно же, приварено. Так, у нас ложится так. И давайте заниматься измерениями. Так, теперь хочу вернуться, собственно говоря, к 15С токоотдачи. Что это значит? 1С в нашем случае это одна ячейка, которая заявлена 2000 мАч. Вот. Если мы умножим 15 на 2, мы получим 30 ампер. В данном случае немножечко, я бы сказал, производитель слукавил, потому что 30 ампер для этих вот аккумуляторов это максимальная токоотдача с отсечкой 80 градусов. А эти аккумуляторы рассчитаны на токоотдачу в 20 ампер непрерывной отдачи. Поэтому вот вам такая информация. Все это дело, друзья, есть в даташите. Сегодня вот перед обзорами опять же скачал, изучил эти все дела. Значит, замеряем сопротивление. По даташиту сопротивление должно быть, вернее, сопротивление должно не превышать 18 миллиом. Сейчас же мы с вами все это дело проверим. Итак. Берем, так, что ж тут у меня запуталось? Берем приборчик, так, надеюсь, вам будет видно. Ну и любителям померять на выходных токосъемниках. Смотрим, 29,5 миллиом, 20,92 вольта. Отлично. И измеряем вот здесь на плате, где у нас припаяны, собственно говоря, выходные ламельки. И мы с вами... Так, что ж ты тут контакта нету? И мы с вами получаем 25,5 миллиома, 20 тех же и 9 вольта. Ну что ж, измеряем параллели. Итак, первая параллель. Опять я промазал в какую-то там яму. Так, стоп. Вот так. Первая параллель. 5 миллиом, 4,18 вольта. Смотрим вторую параллель. 5 миллиом, 4,18 вольта. Смотрим третью параллель. 4,9 миллиома, 4,18 вольта. Четвертая параллель 5 миллиом, 4,18. И пятая крайняя параллель 5,1 миллиом, 4,18 вольта. То есть, как мы видим по напряжению, все эти баночки отличным образом сбалансированы. А это есть огромнейший, друзья, для нас с вами, как бы для пользователей аккумуляторов плюс. Вот, ну и что мы получили? Раз мы получили в среднем 5 миллиом на банку, а у нас 3 ряда, умножаем 5 на 3, получаем 15. Но 15 грязных, так как у нас наши ламельки имеют какое-то свое сопротивление. И если выбросить там 2-3 миллиома, то у нас одна ячейка получается порядка 12, ну там 13 миллиом. Что тоже неплохо для таких вот аккумуляторов. В принципе, они себя хорошо показали, хорошо заявили. И у меня 2 аккумулятора таких вот работает. Поэтому все здесь как бы супер. Это замечательно, клянусь Богом. Будем с вами тестировать, наверное, да? Значит, смотрите, что по тестам. То есть в даташите прописано, чтобы получить максимальную заявленную емкость, его нужно тестировать током 0,2С. То есть 0,2С на баночку получается 0,4 ампера. Итого на 3 банки мы должны с вами тестировать 1,2 ампера ток. Но также есть в даташите табличка, где расписано, собственно говоря, что при тестировании, там, если мы там 1С, 5С, 10С будем тестировать, какие емкости мы должны получить. Смотрите, 10С протестировать я не смогу, так как 10 умножить на 21 мы получаем 210 ватт. А мое разрядное устройство, оно рассчитано в пике до 180. Поэтому давайте я пойду у вас на поводу. Сегодня я не буду тестировать током 0,2С, хотя это есть правильно. А будем тестировать током 5 ампер. И мы с вами должны получить не ниже 90% заявленной емкости. А по даташиту на один аккумулятор заявлено, хоть он написан 2 ампера, да, но заявлено, что должно быть не ниже 1900 миллиампер. Берем это в расчет. Плюс берем в расчет, друзья, то, что плата БМС отключит аккумулятор раньше, нежели он разрядится, я имею в виду про один элемент сейчас, нежели он разрядится до 2,5 вольт. Вот, поэтому тоже это как бы учитываем. Дело в том, что
Наша емкость составляет в пределах от полной зарядки это 4,2 вольта, плюс-минус 0,05, и до полной разрядки 2,5 вольта, также плюс-минус 0,05. Вот этот вот промежуток и есть наша полная емкость одного элементика. Вот, поэтому сейчас я ставлю на разрядку током в 5 ампер. Посмотрим, что из этого получится. Так, я все подготовил. На борту у нас 20,9 вольта. Выставляем с вами 5 ампер. 2, 3, 4, 5. Ток 5 ампер. Разряжать будем до напряжения 12,5 вольт. Что является значением 2,5 вольта на ячейку. Но опять же напоминаю, плата БМС обрубит все это дело раньше. Скорее всего на 13, а то и на 14 вольтах. 13, 13,5, 14. Как-то так. Ну что ж, все готово. Погнали. Все, пускай разряжается, и по мере разрядки я к вам вернусь. Итак, народ, вот данные по миллиамперам. Случайно вырубил свой прибор. Случайно нажал кнопочку выключения на удлинителе. Вот она, злосчастная кнопка. Но при всем при этом показания сохраняются. И при всем при этом, друзья, я уловил момент отключения. Сейчас вы это все дело посмотрите. Вот, как видно, отключилась разрядки на 13,9 вольта. Вот. И мы получили 6200, грубо 50 миллиампер. А это немало. Да, это очень много. И у нас в запасе еще остается там больше вольта. Поэтому здесь емкость в данных аккумуляторах превышает заявленную в 2000 миллиампер. То есть 2000 миллиампер там с копеечкой получилось. Это замечательно. Вот. Опять же напоминаю, разряжали током 5 ампер. Кто-то будет писать из вас, что у тебя опять же неправильный прибор. Друзья, все верно. Хотели ток 5 ампер, получили ток 5 ампер, а не 1,2 там ампера, да. На 1,2 ампера, наверное, было бы еще больше. Потому что это должно быть порядка 90 только процентов. Вот, а когда мы разряжали бы током 1,2 ампера, что соответствует 0,2 С на баночку, да, то, соответственно, вы сами понимаете, что эта емкость еще будет немножечко больше. Вот такие дела. Ну, а сейчас собираю. И мы с вами пропустили один момент. Это я не разобрал, не показал четверочку. И не взвесили аккумуляторы. Поэтому собираю, взвешиваем и разбираю четверочку. Взвешиваем аккумуляторы, включаем весы. Это у нас шестерка, 926 грамм. И это у нас четверка, 670 грамм. То есть вес тоже приличный. Теперь же при вас разберу четверочку. Покажу вам внутренности, чтобы вы не сказали, что в четверке будет шляпа. Смотрим. Точно такой же корпус, точно такое же все. Пружинка, видите, пружинка уже здесь легонько слетает. Поэтому, опять же, особое внимание. Плата, друзья, просто точно такая же, идентичная шестерке. Все идентично. Так, пробуем вытянуть. Сварку смотреть не будем, посмотрим просто такие же баночки, либо не такие. Пожалуйста, все такое же, все, как говорится, в лучшем виде. О, а здесь, видите, платка выскочила сама собой. Непонятно, как собираются эти аккумуляторы. На дне, видите, есть тоже такая демпферная прокладочка, которая не дает нашим аккумуляторам скакать во время работы. Теперь пошли потестируем. На болгарочке буквально чуть-чуть, не буду я там до высадки его тестировать. Я думаю, всем все понятно, что аккумулятор просто зачетный.
просто отличный и доступный по цене. Вот, поэтому немножко погоняем, посмотрим, друзья, на токи и посмотрим, что же у нас вырубится, болгарка либо аккумулятор. Я думаю, что контроллер болгарки все-таки ее вырубит первой. Так, итак, народ, я решил и постановил, что будем тестировать вот четверочку. Почему? Потому что шестерку мы с вами разобрали, посмотрели, потестили на емкость. Убедились, что там все хорошо. Четверочку мы не трогали, не тестировали. Но мы видели, что там точно такая же плата, точно такие же элементы. Поэтому я предлагаю вот тестануть четверочку именно. Телефон снимает ваттметр, который подключен к аккумулятору Shidoku Pro 4 ампера. Все это дело подключаю я к болгарке Patua Pro. Вот, и буквально 3 раза доведу до максимума, до отсечки. Буду давить очень плавно, с нарастанием. Друзья, токи я видеть, конечно же, не буду. Токи будете видеть только вы. Ну и, собственно говоря, я во время монтажа данного видео. Погнали. Скорость у нас максимальная. Поехали. Болгарку, честно скажу, не удержать. Что вырубилось? Вырубилась, конечно же, болгарка, потому что ваттметр у нас горит. Раз горит ваттметр, следовательно, аккумулятор у нас в защиту не зашел. Ошибка Е1. Выключаем. И еще разок. Ну, еще 2 раза. Второй раз. О, горим. Горим. Опять ошибка Е1. Аккумулятор не в защите. Аккумулятор в рабочем положении. Выключаем, включаем. И 3-й раз. Есть такое дело. Теперь, народ, я решил еще один разок. Только буду давить одной рукой. Посмотрю, смогу ли я задавить одной рукой. Одной рукой крайне неудобно делать такие процедуры. Вы сами понимаете. Погнали. Да, хватило у меня здоровья давянуть одной рукой. Вот, токи вы все видите, слава богу, все отлично. И еще такой эксперимент давайте сделаем. Я поставлю самую маленькую скорость, 5000 оборотов, и буду душить, чтобы вы понимали на большой и на маленькой скорости. — 5000 оборотов. Поехали. Тоже буду плавно. Топ. Совсем на чуть-чуть, ошибка Е3. Вот такие дела. Еще разок. И вот так вот быстро вырубается на 5000 оборотах. Походу перегретый контроллер, и он уже, видите, на малых оборотах рубит сильно быстро. Давайте еще раз тогда на больших оборотах. Значит, почему еще раз на больших оборотах? Для того, чтобы вы смогли сравнить токи, допустим, в первый раз и токи вот этот вот 4-й раз. Я думаю, будет интересно. Погнали. Оп. Вот и как бы все. Диск у нас горит. Этот диск горит. Все горит. Посмотрел я свои вот эти вот записи. Посмотрел я, какие у нас были токи. Значит, я немножко подофигел, увидев токи в районе 90 ампер. Вот первый раз там был заброс пик 96 ампер, да.
Просто замечательный, замечательный результат, так как мы с вами все помним, что данные ячейки у нас рассчитаны на непрерывный разряд 20 ампер всего лишь, а в пике до 30 ампер, что соответствует 40 ампер нормальной работы и в пике, собственно говоря, 60 ампер. А у нас тут почти 100 ампер, 96 ампер. Причем эта болгарка у нас отсекалась, судя по данному ваттметру, где-то постоянно в районе 90 ампер. Вот. Ну и видела такую вещь, что, собственно говоря, постоянно показывал, а сейчас забыл показать. И сейчас мы с вами как бы наверстаем данное упущение. То есть хочу вам показать, вот, какие токи будут просто при нормальной работе болгаркой вот этим вот зачистным кружком. Чтобы вы все посмотрели там и не писали, там, блин, напряжение там до 14,5 вольт проваливалось. Блин, ребята, это 100 ампер. Это ужас. Поэтому смотрим работу болгарки в нормальном режиме. В принципе, хорош. Вот, друзья, значит, вы сами все видели. Этих токов я уже не видел. Уже больше к вам в эфир выходить не буду. Буду сидеть монтировать видео, и тогда уже эти токи посмотрю. Эти токи я вам, в принципе, могу сказать. Они будут крутиться в районе 40 ампер. 40, 45, 35, что-то в этом роде. Что, собственно говоря, классно. Как бы для этого аккумулятора он себя чувствует будет прекрасно. А тем, опять же, хейтерам, кто будет говорить, что тут у тебя за тест, я просто вам показал, вот душил специально, чтобы посмотреть, вырубится ли аккумулятор, вырубится ли у нас болгарка. Ну и аккумулятор у нас как бы выдержал и рубанулась болгарка. Все, ребята, на этом всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения, до новых встреч, до новых видео. Пока. Я здесь ничего такого лишнего не наговорил?